Весна 1997 года. Тихий японский город. Дети спокойно идут на занятия в школу. Родители спешат на свою повседневную работу. Но этот привычный порядок рухнул в один момент. Город охватил леденящий душу непонятный страх. Причиной ужаса стали действия школьника. Этого молодого человека в официальных документах называют «Мальчик А». Его настоящее имя Синитиро Адзума. Он появился на свет 7 июля 1982 года. Мальчик родился в районе Китаку города Кобе. Внешне его семья выглядела благополучной. Дома жили родители, 2 младших брата и бабушка. В семье соблюдали традиционные японские правила и ценности. От детей требовали дисциплины, успехов в учебе и уважения. Однако все было не так просто. Внутри этого дома атмосфера оставалась напряженной. С самых ранних лет Синитиро Адзума чувствовал отчуждение. Ему казалось, что он сильно отличается от окружающих. Внутри него постоянно росло ощущение того, что он очень странный. Самым близким человеком для мальчика была бабушка. Она провела с внуком много свободного времени. Женщина пыталась окружить его теплом и заботой. Она искренне старалась поддерживать его низкую самооценку. Но в 1993 году бабушка внезапно ушла из жизни. Для 11-летнего подростка это стало сильнейшим ударом. Он потерял единственный источник понимания и душевного тепла. После этого мальчик начал закрываться в себе еще сильнее. В начальной школе Синитиро Адзума не привлекал внимания. Учителя и одноклассники запомнили его как тихого ребенка. Он не выделялся высокими оценками в классе, и поначалу у него не возникало серьезных конфликтов. Однако постепенно вокруг подростка начали появляться тревожные знаки. К 11 годам у него возник странный интерес. Мальчика привлекали разные мрачные темы и истории. Он начал собирать жуткие и непонятные предметы. Позже специалисты изучат личные записи и дневники подростка. В них он детально описывал свой внутренний мир. Этот мир состоял из темноты, боли и фантазий. Взрослые не сразу смогли понять, в чем дело. Родители замечали определенные изменения в поведении сына. Они водили подростка к детскому психиатру. Отец и мать пытались исправить возникающие проблемы, но Синитиро Адзума так ничего и никому не рассказывал. Родители много работали и поддерживали внешний порядок. Подросток жил с постоянным ощущением пустой реальности. В детстве родители дали ему еще один жуткий совет. Чтобы справиться с волнением, нужно представлять людей овощами. Со временем это выражение приобрело для него ужасный смысл. Он стал воспринимать окружающих как неодушевленные предметы. Человеческая жизнь потеряла для него всю свою ценность. Уже в начальной школе мальчик совершал мелкие проступки. Он воровал обувь у своих одноклассников. Подросток ломал чужие велосипеды и провоцировал конфликты. Учителя считали эти действия обычными детскими ссорами. В этот период он начал носить острые предметы. Синитиро Адзума утверждал, что металлические лезвия снимают его раздражение. Он постоянно держал их при себе в кармане. К 1997 году ему исполнилось 14 лет. Он перешел в 3 класс школы Тамагаока. Учеба давалась подростку все с большим трудом. Пропуски занятий стали регулярным и привычным делом. 13 мая 1997 года произошел очень опасный инцидент. Подросток позвонил своему однокласснику и предложил прогуляться. Они встретились в тихом районе местного парка. Никто не ожидал, что Синитиро Адзума внезапно нанесет парню сильный удар в лицо. На его кулаке были намотаны металлические часы. Одноклассник получил тяжелые повреждения и сломал зубы. После этой вспышки агрессии Синитиро Адзума почти бросил школу. Родители вновь повели его к медицинским специалистам. В это время подросток активно вел личный дневник. На страницах тетради появлялись все более пугающие мысли. Он писал про некое темное существо Бамойда Кишин. Подросток верил, что создал его из своей ненависти. Он считал, что заключил договор с существом, которого сам же и придумал. В дневнике появлялись мысли о проверке хрупкости жизни. Синитиро Адзума хотел лично убедиться в границах
границах человеческого тела. Февраль 1997 года стал началом серии страшных событий. 10 февраля около 16:35 случился первый ужас. В районе Накаачиай две 12-летние девочки шли из школы. Они возвращались домой по привычной спокойной улице. Синитиро Адзума незаметно подкрался к школьницам сзади. Он совершил внезапное нападение и нанес удар по голове. Одна из девочек получила серьезные травмы. Ей потребовалось длительное лечение в больничной палате. После нападения подросток спокойно вернулся в свою комнату. Он вел обычную жизнь и общался с близкими, но внутри него с новой силой нарастало напряжение. Он подробно записывал все свои эмоции. Полиция города Коба начала активные поиски неизвестного, но оперативники не могли связать случай с подростком. Подозрения на 14-летнего школьника у полиции тогда отсутствовали. В марте 1997 года ситуация стала еще более трагичной. 16 марта около 12:25 произошло еще одно преступление. В районе Рюгадай шла домой 10-летняя Аяка Ямасита. Девочка училась в 4 классе начальной школы. Синитиро Адзума напал на жертву с тяжелым молотком. Аяка Ямасита получила тяжелейшие повреждения головы. Врачи позже констатировали у девочки смерть мозга. Она ушла из жизни, несмотря на усилия медиков. Всего через 10 минут подросток совершил новое преступление. Возле парка Тоцугаока он заметил еще одну девочку. Синитиро нанес ранение девочке острым ножом. В тот же день подросток сделал новую запись. Он написал про свой эксперимент с людьми. На следующий день Синитиро Адзума прочитал новости про Аяку. Эти нападения вызвали огромный резонанс в районе Сума. Родители боялись отпускать детей на улицы города. Полицейские патрули перешли на усиленный режим работы, но главный ужас ждал всех жителей впереди. Синитиро Адзума продолжал посещать врачей и жить дома. Его внутренний мир окончательно превратился в кошмар. Он увлеченно читал книги про зарубежных преступников. Подросток изучал историю разных опасных культов. В мае 1997 года атмосфера в Кобе стала еще более тревожной. Жители находились в постоянном эмоциональном напряжении. Родители сопровождали школьников до самых дверей учебных заведений. К 15 мая Синитиро Адзума полностью бросил школу. Родители пытались изменить ситуацию, но потеряли контроль. Пропасть между ними и сыном стала непреодолимой. 24 мая около 20 минут второго произошла новая трагедия. По улице района Тамагаока шел 11-летний Дзюн Хасе. Мальчик учился в специальном классе школы Тайнахата. Синитиро Адзума встретил его на улице и заговорил. Он предложил показать школьнику настоящую живую черепаху. Дзюн Хасе поверил подростку и пошел за ним. Они отправились на уединенную гору в Тайхате. На вершине Синитиро Адзума напал на жертву. Он применил силу и шнурки от обуви мальчика. Затем подросток спрятал тело в пустующем здании. Это была техническая постройка телевизионного ретранслятора. Синитиро Адзума заранее взял инструменты в ближайшем магазине. Ему потребовались ножовка по металлу и новый навесной замок. Вечером того же дня семья Хасе заявила в полицию. В Кобе начались масштабные поиски пропавшего мальчика. В операции участвовали полицейские и спасатели. Родители и учителя прочесывали каждый квадратный метр. 25 мая Синитиро Адзума вернулся на гору. В период между 13:00 и 15:00 он совершил ужасные действия. Затем он перенес часть тела в укрытие. Позже преступник незаметно принес ее в свой дом. 26 мая подросток продолжал прятать все дома. Он понимал, что масштабные поиски идут совсем рядом. Подросток решил оставить предмет в публичном месте. Он решил запутать следствие и перевести внимание. Местом для этого Синитиро Адзума выбрал школу Тамагаока. Поздней ночью 27 мая он действовал. Подросток тихо вылез из окна своей комнаты, сел на велосипед и поехал к школьным воротам. В сумке на багажнике лежала ужасная ноша. У главных ворот школы он попытался установить предмет. В рот
ворот была заложена записка с красными чернилами. Текст содержал резкие вызовы и прямые угрозы полиции. Запись начиналась словами про начало опасной игры. Автор называл полицейских глупыми и бросал им вызов. Он писал про наказание для этих грязных овощей. В конце стояла подпись «Сакакибара, школьный преступник». В тексте присутствовала ошибка в английском слове. Также на бумаге был нарисован символ. Утром дворник обнаружил эту находку у ворот школы. Новость мгновенно разлетелась по территории всей Японии. Страна погрузилась в состояние глубокого шока и страха. СМИ начали называть неизвестного именем Сейто Сакакибара. Синитиро Адзума внимательно следил за выпусками новостей. Он узнал, что тело на горе нашли. Подросток решил написать новое подробное письмо в газету. В школе он тренировался составлять сложный текст. 3 июня преступник отправил письмо в редакцию Кобе Симбун. Послание пришло 6 июня на 3 больших листах. Текст был написан красными чернилами вертикальными строками. В нем подтверждалась связь с трагедией Дзюна Хосе. Следователи и лингвисты начали детальный анализ текста письма. Язык послания напоминал подростковый сленг и популярную мангу. Полиция отрабатывала версию про взрослого мужчину с психическими отклонениями. Но круг подозреваемых постепенно сужался вокруг района Сума. Оперативники проверяли всех подозрительных лиц в округе. 28 июня 1997 года полиция задержала Синитиро Адзуму. 14-летний школьник быстро дал признательные показания на допросах. Он детально рассказал про случай с Дзюном Хосе. Затем он признался в нападении на Аяку Ямаситу. Подросток раскрыл детали всех предыдущих преступлений. Всего на его счету было 5 страшных эпизодов. 3 ребенка получили травмы, но смогли выжить. Признания 14-летнего школьника потрясли всю Японию. Подросток объяснял свои действия договором с вымышленным существом. Он показал следователям свои личные дневники и записи. Эксперты увидели эмоционально разрушенного человека. Из-за возраста задержанного вступили в силу специальные законы. В официальных отчетах и прессе он фигурировал как мальчик А. Его настоящие данные строго охранялись. Дело рассматривал семейный суд города Кобе. Психиатры провели глубокое обследование состояния мальчика А. Выяснилось, что родители пытались лечить сына раньше, но контакт между ними был полностью потерян. После ареста подростка его родители приняли решение развестись. Отец позже написал книгу с официальными извинениями. Все полученные деньги он перевел семьям пострадавших. Трагедия в Кобе вызвала огромный общественный резонанс. Граждане требовали серьезно ужесточить законы для подростков. В результате парламент Японии принял важные поправки к закону. Возраст уголовной ответственности снизили с 16 до 14 лет. Мальчика А направили в закрытое медицинское учреждение. Там он проходил длительную программу сложной реабилитации. С подростком работали опытные врачи, психологи и педагоги. Специалисты пытались вернуть его к нормальной жизни. В марте 2004 года началось его условное освобождение. Полную свободу мальчик А получил 1 января 2005 года. Ему исполнилось 22 года на момент выхода. Это решение вызвало новую волну споров в обществе. Семьи пострадавших были против. После освобождения молодой человек сменил имя и фамилию. Он переехал жить в префектуру Сайтама возле Токио. Мужчина устроился работать сварщиком на строительную площадку. Он вел тихую и незаметную жизнь. Однако в 2015 году ситуация резко обострилась. В возрасте 32 лет он написал книгу. В этой автобиографии он описал события 1997 года. Автор выражал сожаление о своих прошлых действиях. Книга моментально стала бестселлером в книжных магазинах страны. Семьи пострадавших резко осудили факт публикации этой рукописи. Один из крупных ритейлеров отказался продавать эту книгу. Затем мужчина запустил свой персональный сайт. Там он выкладывал странные рисунки и свои текстовые размышления. Это спровоцировало новый громкий скандал в прессе. Некоторые журналисты раскрыли его текущие данные и фото. Мужчина был вынужден снова сменить место работы. Он продолжал жить под чужим именем вдали от Кобе. История мальчика А навсегда изменила
изменило современную Японию. В школах появились специальные программы поддержки для молодежи. Родители в Кобе до сих пор помнят 1997 год. История мальчика А стала основой для фильмов и книг. Общество вынесло тяжелый урок из событий 1997 года. А как вы считаете, можно ли было избежать всех этих трагедий?